Снова приветствую вас на своем канале. В декабре решив взять отпуск от повседневных забот, лишив себя таким образом возможности поздравить вас с наступающим Новым годом. Однако есть возможность поздравить вас с наступившим Новым годом, что я с удовольствием делаю, и желаю, чтобы Новый год принес нам много интересных математических задач, одна из которых перед вами. Здесь нижние квадратные скобки обозначают наибольшее целое число, не происходящее данные, или говоря по-простому, округление всегда производится в сторону меньшего целого числа. Такое действие буду называть целой частью числа, хотя некоторые источники по целой части понимают нечто другое. Должен признаться, что в свое время эта система уравнений скружила мне голову до того, что несколько дней я ходил в полной депрессии. Хочу надеяться, что зрители этого канала не настолько чувствительны. А кроме того, тем, кому не удастся решить систему уравнений самостоятельно, я предложу 3 разных подхода к ее решению, один из которых тот самый головокружительный, в надежде, что кому-то из вас удастся довести решение до логического завершения, зато другие два позволили полностью решить задачу. Итак, предлагаю поставить видео на паузу и подумать над решением предложенной системы уравнений. Итак, первая попытка решить задачу. Если нам удастся заключить значение x или y в конечный промежуток, то тем самым мы получим конечное количество возможных значений целой части. И проверяя каждое из таких значений, найдем все решения системы. Давайте из первого уравнения системы запишем, что x квадрат равно 10 минус целой частью от y. И предположим, что y не отрицательно, что соответствует верхней полуплоскости, включая ось абсцисс. В таком случае целая часть y также не отрицательна, откуда следует, что x квадрат меньше или равно 10. Откуда в свою очередь следует, что модуль или абсолютная величина x меньше или равна квадратному корню из 10. Что может также записать в виде вот такого двойного неравенства. Откуда можно получить неравенство для целой части от x. Для этого заметим, что квадратный корень из 10 меньше 4, а следовательно минус квадратный корень из 10 больше минус 4. Таким образом, значения x лежат внутри интервала от минус 4 до плюс 4. При этом целая часть x может равняться минус 4, что происходит, когда x строго меньше минус 3. Тогда как плюс 4 целая часть от x никак равняться не может. Выходит, что целая часть от x больше равна минус 4 и меньше равна 3. Итак, нам удалось втиснуть целую часть от x в ограниченный промежуток, который, однако, содержит аж 8 целых значений. Будем проверять каждое из них? Нет уж, извольте. Постараемся получить более короткий промежуток значений целой части. Для чего из второго уравнения системы запишем, что y квадрат равно 13 минус целая часть от x. Из неравенства для целой части от x получаем неравенство для минус целой части от x. Прибавляем 13 ко всем трем частям неравенства и получаем неравенство для 13 минус целой части от x, то есть для y квадрат. Вспоминая, что y не отрицательно, находим, что y больше или равно квадратному корню из 10 и меньше или равно квадратному корню из 17. А поскольку корень из 10 больше 3, а корень из 17 меньше 5, y больше 3 и меньше 5. При этом целая часть от y может равняться 3, но не может равняться 5. Так что целая часть от y больше равна 3 и меньше равна 4. Новый интервал содержит только два целых значения, 3 и 4, и будем проверять каждое из них. Подставляя целую часть от y равную 3 в уравнениях для x квадрат, находим x квадрат равно 7, откуда x равно плюс-минус квадратному корню из 7. А если целая часть от y равна 4, то x квадрат равно 6, x равен плюс-минус квадратному корню из 6. Заметим, что оба квадратных корня больше 2 и меньше 3. Поэтому при положительном x целая часть от x в обоих случаях равна 2.
В таком случае из второго уравнения следует, что y квадрат равно 11. И ввиду неотрицательности y есть квадратный корень из 11. Но в таком случае целая часть от y равна 3, чему соответствует положительное значение x, равное квадратному корню из 7. Итак, одно решение у нас есть. X равно квадратному корню из 7, y равно квадратному корню из 11. При отрицательном x целая часть от x в обоих случаях равна минус 3. И теперь, согласно второму уравнению y квадрат равно 16, y равен 4, целая часть от y также равна 4. И теперь следует взять отрицательное значение x, соответствующее целой части y, равной 4. Это есть минус квадратный корень из 6. Записали еще одно решение системы и переходим к рассмотрению отрицательных значений y. Если при этом x не отрицательно, что соответствует четвертому квадранту, исключая полуось x, но включая полуось y, то из второго уравнения системы получаем y квадрат меньше или равно 13, модуль y меньше или равен корню из 13, и поскольку y отрицательно, значение y больше или равно минус корень из 13 и строго меньше нуля. А так как корень из 13 меньше 4, минус корень из 13 больше минус 4. Отсюда целая часть от y больше или равна минус 4, а поскольку y отрицательно, его целая часть также отрицательна и, следовательно, меньше или равна минус единице. Далее применяем испытный прием, переходим к неравенству для целой части y, к неравенству для целой части x. Для этого умножаем полученное неравенство на минус единицу и считаем в обратную сторону. Получая таким образом неравенство для минус целой части y, прибавляем по 10 к каждой части и приходим к неравенству для x квадрат. Все части полученного неравенства заведомо положительны. И поскольку квадратный корень есть монотонно возрастающая функция, определенная для положительных аргументов, извлекаем квадратный корень из всех трех частей неравенства. При этом, поскольку x не отрицательно, знаки модуля для x можно опустить. Замечаем, что корень из 11 больше 3, а корень из 14 меньше 4. Откуда следует, что целая часть от x может быть равна только 3. В таком случае из второго уравнения системы находим, что y квадрат равно 10. А поскольку y отрицательный, y есть минус квадратный корень из 10. В таком случае целая часть y равна минус 4. Из первого уравнения системы находим, что x квадрат равно 14. А x не отрицательно, следовательно, x есть квадратный корень из 14. При этом целая часть x действительно равна 3, противоречия нет. И у нас есть еще одно решение. Квадратный корень из 14 минус квадратный корень из 10. Остается рассмотреть случай, когда x и y оба отрицательны. То есть точка лежит внутри третьего квадранта. И здесь у меня не получилось ограничить значение ни целой части от x, ни целой части от y. К сожалению, первый подход оказался несостоятельным. Будем, однако, надеяться, что накопленный опыт пригодится в дальнейшем. Но перед этим рассмотрим графический способ решения системы. Для этой цели построим множество точек, соответствующих первому и второму уравнению системы, и общей точкой этих множеств будут решениями системы. Начнем с первого уравнения системы, в котором положим целую часть y равной нулю. В таком случае y больше или равен нулю и строго меньше единицы, что соответствует вот такой области координатной плоскости, содержащей нижнюю границу, но не содержащей верхнюю. При этом уравнение принимает вид x квадрат равно 10, откуда x равен плюс-минус квадратному корню из 10. Это означает, что в выбранной области следует построить множество точек, для которых x равен плюс или минус квадратному корню из 10. Таким множеством являются два отрезка, содержащие нижний конец, но не содержащие верхний. Если целая часть от y равна единице, область смещается на единицу вверх,
И теперь из уравнения следует, что x равен плюс-минус 3. И снова точками множества являются вертикальные отрезки единичной длины, содержащие нижний, но не содержащие верхний конец. Технология понятна, и осталось заметить, что нижние концы отрезков соответствуют целым значениям y, для которых целая часть от y это просто y. Так что уравнение принимает вид y равно 10 минус x квадрат, множеством точек которого является, конечно, парабола y равно минус x квадрат, смещенная на 10 единиц вверх. Из каждой точки этой параболы с целым значением y в сторону увеличения y проводим вертикальный отрезок единичной длины, содержащий нижний конец, но не содержащий верхний. Совокупность этих отрезков и есть множество точек, соответствующих первому уравнению системы. Обратимся теперь ко второму уравнению системы. Здесь x и y поменялись ролями, так что теперь отрезки будут не вертикальными, а горизонтальными, каждый из которых содержит левый конец, но не содержит правый. При этом левым концам отрезков соответствует целые значения x, для которых целая часть от x есть x. Таким образом, снова получаем параболу, только не стоячую, а лежачую. Из каждой точки этой параболы с целым значением x в положительном направлении оси x проводим горизонтальный отрезок единичной длины, содержащий левый конец, но не содержащий правый. Совокупность отрезков есть множество точек, удовлетворяющих второму уравнению системы. На самом деле достаточно было провести только отрезки вблизи точек пересечения парабол, поскольку нас интересует не столько множество отрезков, сколько общие точки этих множеств. И таких точек 4, по одной внутри каждого квадранта. Правда, у нас нет возможности определить точные значения координат этих точек. Зато есть возможность определить целые части этих координат, чтобы, подставив их в уравнение, найти точные значения x и y. Начнем с точки пересечения первого квадранта, в котором x и y оба положительны. Значение координаты x лежит в интервале от 2 до 3, следовательно, целая часть от x равна 2. Отсюда из второго уравнения системы находим, что y квадрат равно 11, а поскольку в первом квадранте y положителен, значение y это квадратный корень из 11. В таком случае целая часть от y равна 3, что, кстати, можно видеть и из чертежа. И теперь уже из первого уравнения системы следует, что x квадрат равен 7, и x, будучи положительным, равен квадратному корню из 7. Заметим, что целая часть от квадратного корня из 7 равна 2, что совпадает с ранее полученным результатом для целой части от x. Таким образом, зрение нас не обмануло, и мы можем записать решение системы в первом квадранте. X равен квадратному корню из 7, y равен квадратному корню из 11. Перенесемся теперь во второй квадрант, где x отрицателен, а y по-прежнему положителен. Здесь значение x лежит между минус 3 и минус 2, поэтому целая часть от x равна минус 3. Снова используем второе уравнение системы и находим, что y квадрат равен 16. При этом значение y положительное и, следовательно, равно 4. Целая часть от y также равна 4. Из первого уравнения системы x квадрат равен 6. Но во втором квадранте x отрицателен, так что x равен минус квадратному корню из 6. Квадратный корень из 6 больше 2 и меньше 3. Следовательно, минус квадратный корень из 6 больше минус 3 и меньше минус 2. Таким образом, целая часть от минус квадратного корня из 6 равна минус 3, что соответствует нашим ожиданиям. Записываем решение для второго квадранта и переходим к таинственному третьему квадранту. Тому самому, в котором x и y оба отрицательны, и в предыдущем проходе нам не удалось найти решение.
Здесь, как назло, точка пересечения близка к концам обоих отрезков. Однако впечатление такое, что целая часть от x равна минус 4. Примем это в качестве гипотезы, и если при этом не получим противоречия, значит все в порядке. Y квадрат равно 17, при этом y отрицательно и равно минус квадратному корню из 17. Корень из 17 больше 4, но меньше 5, минус корень из 17 больше минус 5, но меньше минус 4, поэтому целая часть от y равна минус 5. Наступает момент истины. X квадрат равен 15, x равен минус квадратному корню из 15. Квадратный корень из 15 больше 3 и меньше 4. Его отрицательный антипод больше минус 4 и меньше минус 3. Следовательно, целая часть от минус квадратного корня из 15 равна минус 4. Консенсус достигнут, и мы получили решение системы для третьего квадранта. Осталось рассмотреть решение в четвертом квадранте, но здесь, я надеюсь, комментарии излишни. Теперь все решения системы найдены, и можно было закончить видео, но все-таки хочется решить систему аналитически. И такая возможность существует. Вспомним хорошо известное тождественное неравенство, вытекающее непосредственно из определения целой части. Каждое бесчисленное число больше или равно своей целой части и строго меньше числа на единицу большего целой части. На самом деле нам понадобится только вторая часть этого неравенства. Запишем его для y и прибавим к обеим частям неравенства x в квадрате. Но x квадрат плюс целая часть y есть левая часть первого уравнения заданной системы, согласно которому значение этого выражения равно 10. Прибавляем к 10 единицу и получаем 11. Для наглядности уберем середину нашей цепочки неравенств и поступим аналогично со вторым уравнением системы. Запишем тождественное неравенство для x, прибавим к обеим частям y в квадрате. Согласно второму уравнению системы, y квадрат плюс целая часть от x равно 13. И прибавляя единицу, получаем 14 в правой части неравенства. Складываем полученные два неравенства и запишем в левой части сначала слагаемый из x. Это x квадрат плюс x, а затем слагаемый из y. Y квадрат плюс y. А в правой части 11 плюс 14 даю в сумме 25. Последние две цифры ушедшего года, но прелесть числа не только в этом. Предлагаю поставить видео на паузу и подумать над тем, что делать дальше. X квадрат сохраним как есть, а x запишем как 2 умноженное на x и умноженное на 1/2. Для полного счастья, то есть полного квадрата, нам недостает 1/2 в квадрате, то есть 1/4. Поступим также с y, чтобы он не обиделся. При этом две добавленные четвертушки дают в сумме 1/2, которую следует прибавить к правой части. Теперь, конечно, представим левую часть как сумму двух квадратов, в результате чего обнаруживается, что 1/2 справа против всю прелесть нашего неравенства. Поэтому давайте его чуть-чуть подправим. Запишем, что 5,5 в квадрате это 30,25, что явно больше 25,5. Такое наблюдение позволяет заменить 25,5 на 5,5 в квадрате. Из полученного неравенства следует, что квадрат от x плюс 1/2 меньше, чем 5,5 в квадрате минус квадрат от y плюс 1/2.
А поскольку квадрат вещественного числа заведомо не отрицателен, правая часть неравенства меньше или равна 5,5 в квадрате, а левая часть строго меньше 5,5 в квадрате. Снова вспоминаем, что квадратный корень есть монотонно возрастающая функция, что позволяет извлечь квадратный корень из обеих частей неравенства, получая таким образом неравенство для абсолютной величины или модуля x плюс 1/2. Запишем его в виде двойного неравенства, вычитаем 1/2 из всех трех его частей и получаем двойное неравенство для x. Откуда следует двойное неравенство для целой части от x. Целая часть от x больше или равна минус 6 и строго меньше 5, то есть меньше или равна 4. Итак, в отличие от неудачного первого подхода, теперь нам удалось ограничить целую часть от x сверху и снизу, не накладывая какие-либо условия на y. Правда, промежуток для целой части довольно большой, но с этим мы научились бороться в первом подходе. Умножим неравенство на минус единицу и прочтем его в обратном направлении, после чего прибавляем ни много ни мало 13 ко всем трем частям неравенства. Почему именно 13? А дело в том, что из второго уравнения системы следует, что 13 минус целая часть от x это y в квадрате. Итак, получили неравенство для квадрата y. И снова, используя монотонность квадратного корня, получаем неравенство для абсолютной величины y. И этот промежуток намного короче промежутка для x. Чтобы не иметь дела с радикалом, заметим, что квадратный корень из 19 меньше 5. Таким образом, модуль y больше или равен 3 и строго меньше 5. Из этого неравенства в частности следует, что y не может быть нулем, но, к сожалению, не могу предложить ничего лучшего, кроме как рассмотреть отдельный случай положительного и отрицательного y. Если y больше нуля, знаки модуля можно отбросить, откуда следует, что целая часть y больше равна 3 и меньше равна 4. Таким образом, есть только два возможных значения целой части. Если целая часть от y равна 3, из первого уравнения системы находим, что x квадрат равно 7, откуда x есть плюс-минус квадратный корень из 7. Если же целая часть от y равна 4, x равен плюс-минус квадратному корню из 6. Таким образом, возможны 4 значения x, однако, поскольку оба радикала находятся в одном и том же промежутке от 2 до 3, возможно только два значения целой части от x. А именно, если x положительно, то целая часть от x в обоих случаях равна 2. И из второго уравнения системы следует, что y квадрат равно 11. А у нас y положителен, следовательно y равен квадратному корню из 11. В таком случае целая часть от y есть целая часть от квадратного корня из 11, то есть 3, чему соответствует значение x равное плюс-минус квадратному корню из 7. А так как x положителен, x равен квадратному корню из 7. Отрицательные значения x лежат в интервале от минус 3 до минус 2. В этом случае целая часть от x равна минус 3. И снова, используя второе уравнение системы, находим, что y квадрат равно 16, а следовательно y, будучи по-прежнему положительным, равен 4. При этом целая часть y также равна 4, что соответствует отрицательному x равному минус квадратному корню из 6. Таким образом, получили два решения системы уравнений для положительного y. X равно квадратному корню из 7, y равно квадратному корню из 11 и x равно минус квадратному корню из 6, y равно 4. Перейдем теперь к рассмотрению случая отрицательного y. Теперь модуль y есть минус y. Умножаем на минус единицу и видим, что верхняя граница является не строгой.
В таком случае целая часть y может принимать три возможных значения: минус 5, минус 4 и минус 3. Используя первое уравнение системы, находим соответствующее значение x, и к нашему величайшему удовольствию обнаруживается, что все три радикала лежат в промежутке от 3 до 4. Итак, снова целая часть от x может принимать только два возможных значения. При положительном x целая часть от x равна 3, независимо от величины целой части от y, поэтому y квадрат равно 10, и y, будучи отрицательным, есть минус квадратный корень из 10. При этом целая часть от y равна минус 4, что соответствует положительному значению x равному квадратному корню из 14. А при отрицательном x целая часть от x может быть равна только минус 4, откуда y квадрат равно 17, y равен минус квадратному корню из 17. Так что теперь целая часть от y равна минус 5, чему соответствует отрицательное значение x равное минус квадратному корню из 15. Осталось лишь дописать решение с отрицательным значением y. Квадратный корень из 14 минус квадратный корень из 10 и минус квадратный корень из 15 минус квадратный корень из 17. Прошу извинения за столь затянувшееся видео и не могу не восхититься теми, кто, несмотря на это, дошел до слова «все».